Привет, меня зовут Захар World of Zero, я поймал себя на мысли, что никогда не играл в старый Dead Cells. Моя история игры началась в начале 2023 года, за пару месяцев до выхода DLC Return to Castlevania. Поэтому я решил записать вот такой монтаж для вас, вместе посмотреть что к чему, и могу сказать сразу, Dead Cells 2017 года и 2023 отличается своими механиками и прокачкой, графикой и даже некоторыми элементами управления. Но подробнее мои эмоции вы увидите в самом ролике. Кстати, у меня тут есть одна ссылочка на все мои социальные сети в описании. Там вы найдете все, что поможет нам стать ближе. Не в том плане, в котором вы могли подумать. И если вы застали Dead Cells именно таким, то обязательно пишите об этом в комментариях. Посмотрим, сколько настоящих холдов на месте. Ну что же, я уже зашел в игру, и мы видим вот такое приветственное меню. Без паники, Dead Cells находится в раннем доступе. Это версия в Steam под цифрами 0.0, это Early Access. Поэтому давайте посмотрим, с какими проблемами, багами и вообще как игра выглядела в 2018 или 2017 году. Я точно не знаю, какой здесь год. Но вообще показано, да, 2017, 05-15. Здесь прям видно то, что шрифтик уже такой достаточно старый, устаревший, ну он пиксельный, выглядит прикольно. Я бы даже сказал в стиле ретро какого-то. Ну и главное меню с видом того самого замка, который меняется все время. Но меня больше всего волнует вот этот корабль, который колышется, он очень привлекает к себе внимание. Давайте зайдем в настройки, посмотрим, что у нас здесь есть. В настройках у нас можно настроить вот музыку. Я зашел заранее, музыку сделал потише, потому что слишком громкая была. Из языков был только английский, французский и китайский, не было даже русского языка. Русский язык появился попозже. И различные настройки дополнительные, то есть мышка, вон висин. Давайте посмотрим, как игра выглядела. The Prisoner Cells. Честно, по первым ощущениям, игра выглядит более темным, чем оригинальная. Ну и да, в плане дизайна она мне почему-то нравится тоже больше. Я не знаю, почему разработчики решили отойти от концепции такого инвентаря, такого интерфейса, в принципе, потому что выглядит круто. А еще у нас здесь обучающий рыцарь, только, по-моему, это мужчина. Здесь был обычный диалог, мне было впадло его переводить, поэтому давайте проверим, что у нас дальше. Да, тут все так же, та же самая механика, то, что есть только два места, но я оставлю себе другое, мне не интересно. Не, тут даже... Вообще заметно то, что игра стала светлее. Из-за этого некоторые спрайты кажутся другими. Но, например, спрайт вот этого зомби зеленого, я не помню, как он называется. Да и в принципе не знаю. Я честно не в курсе. То есть были вот такие, да, еще враги красные. По-моему, они сейчас имеют то ли другую текстуру, то ли появляются в других биомах. То есть здесь есть еще такие ситуации. Еще нет кнопки, чтобы достать. Можно только разбить. Не знаю, мне старый интерфейс нравится больше. В разы. Так, как у нас с прокачкой вопрос обстоит? Да-да-да, тут абсолютно другая прокачка. Здесь есть здоровье, есть сила и есть скиллы. То, что у нас наносит урон. Что-то увеличивает здоровье, что-то увеличивает урон. Ну, наверное, все-таки увеличу урон. Да, но здесь отдельно все апается. Измененная музыка здесь. Она такая более, что ли, добрая, я не знаю. То есть ощущаешь себя здесь в безопасности. Еще у меня есть 2 скилла, я ими, кстати, не пользуюсь. Еще гранаты все выглядят как бочки обычные. Подожди, почему зарядка такая долгая? Первое, что я ощущаю, если я зажимаю кнопку атаки, то у меня есть вот один удар на каждое нажатие. Во-вторых, я вижу вот эту штуку. Я бы, кстати, ее забрал, но я не хочу лутать проклятие, по крайней мере, сейчас. Но игра, в принципе, не особо поменялась именно в плане механики. Но вот в плане свитков, да, сейчас это абсолютно другая игра. Так, а у нас что тут есть? Капкан. Ну, капкан не изменился. Я не знаю, мне почему-то вот это меню нравится больше. Я не знаю, но какое-то более, что ли, минималистичное. Как будто бы это что-то другое. Так, мне тут нужна руна, я без руны не пройду. У меня есть деньги, можно забрать свиток со скиллами. Часть карты мне закрыта, потому что мне нужны рунки. Так, вот я получаю силу скиллов и кулдаун их. Честно, думайте, что хотите, но мне почему-то старый Dead Cells, вот именно визуально в данный момент нравится больше. Потому что он более темный. Ну, анимация, конечно. Переход на новую локацию что-то с чем-то. Нет награды за прохождение уровня. Или ее просто нет, потому что это первый забег. Все, мы открыли фласочку. И здесь не обязательно выбивать чертежи. Или подождите, в обычной игре, ну, в данный момент открыть, нужно выбить рецепт фласочки более сильно. Сейчас их нету. Блин, да тут даже вот это меню удобнее. Ну, то есть оно в разы удобнее, чем... Конечно, можно было бы оставить вот поделенными на 4 части, но со списками, по-моему, было бы круто. Но разработчикам виднее. Тут, кстати... Что это за белые челы?
Но я им наношу крайне 0 урона. Ну вот, про тебя я не забыл. Ты не меняешься. По-моему, в первой версии игры нету еще системы клеток. Ну, то есть это не первая, это 0.0. Я, кстати, думал, что я об стенку ударюсь. То, что это версия 0.0, я не уверен, что тут есть вообще, в принципе, клетки. Но тут уже есть вот эта штука. Да, отстань. Возможно, я не привык к игре. Еще здесь, по-моему, шкала возвращения здоровья более длительная. Ну, то есть такие основные механики в игре уже были. А это что? Эта дверь была открыта 3 минуты назад. То есть вот эти временные двери раньше выглядели вот таким образом. Подожди, я не могу туловищем ломать двери. Двери были мощнее раньше, не то что сейчас. Это... Электрическая плеть бьет за экран. Тут есть, кстати, оглушающая граната, которая пригодилась только спустя несколько лет. Мне прям не хватает урона. Если сейчас драться с электрической плетью в воде, то будет получать урон враг, а раньше этого не было. Мне выпала с обычного юнита ледяная граната. Health +1 плюс 1 здоровье, я правильно понял? Это не Health +1, оно дает одну, ну как один свиток по факту. Так, я получил первую руну. Теперь у нас есть руна лозы. Можно лазать. Кстати, выглядит так, как будто здесь, ну, вообще нельзя пройти, хотя по факту здесь пройти можно. А как секретки искать в стенах? Ну, никак. Ладно, игра ощущается более топорной, чем сейчас. Возможно, я сейчас зайду, пойду на второй забег, и что-то изменится, потому что... Такое бывает в Dead Cells. В принципе, сам факт того, что тут может что-то с мобов упасть, это очень странно. Я убиваю чела случайного, из него падает просто оружие. По сравнению с тем, то, что я раньше чувствовал, когда играл в Dead Cells, то есть именно в новый Dead Cells, то, что сейчас на экране и то, что вышло потом, это абсолютно две разные игры. То есть, если сейчас Dead Cells это больше про то, чтобы вовремя нажать кнопку, чтобы выжить, то здесь нужно продумать, как будто бы на шаг дальше, что ли, или что-то подобное. Но это лично мое ощущение, потому что мне играть прям некомфортно. Игра чувствуется топорной. Возможно, как раз-таки это допилили в каком-то из буквально следующих обновлений, но я прям чувствую, как я не могу полностью просладиться сквозь моба, когда мне не хватает рейнджа переката, что-то подобное, в общем. Но у нас теперь открыты сточные канавы. Кстати, на них будет интересно посмотреть, нам только полностью залутать локацию. Но скорость атаки у этого оружия очень медленная, мне прям не хватает. А, подожди, появилась кнопка юзания руны. А, это секретная. Давайте зайдем в секретку, как она выглядела когда-то давно. Kill all enemies за минут 50. Вы что, пьяницы? А, и тут нельзя еще урон получать было, ё-мо. Я хочу отправиться в сточные канавы, посмотреть, что там происходит, потому что, ну, в конце концов, это сточные канавы, наверное, одна из самых таких мерзких локаций. А, что? Здесь кто-то вниз еще идет. А, у меня есть 21 клетка, я могу открыть вот это. Подожди, это можно было апгрейдить? Что, серьезно? Это было так устроено, то я как будто в Genshin Impact зашел. Ну, да-да-да, мне прям очень некомфортно. Потому что я никогда не славился тем, что я пытался там в тайминг нажать на кнопку переката, потому что мне всегда было впадлу. Поэтому я обычно зажимал, чтобы у меня перекат нажался в первый момент, как только появится возможность. Ты когда в Dead Cells зажимаешь кнопку переката, он у тебя применяется, как только появляется возможность. В старых версиях такого нету. Ой, куда я спустился? А, и тут еще яд сразу вешается. Сейчас в Dead Cells яд вешается только в случае, если ты спикируешь в яд. Очень долго думал. Мне дают очень много свитков на скиллы. Реально сейчас уже болит рука. Давно, конечно, в Dead Cells не играл. Я, может, там немножко потерял сноровку. У нас открылось лобби, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Вы посмотрите. Тут буквально, ну, несколько буквально колб. Буквально 1/4 того, что есть сейчас. А что-то есть дед какой-то. Это Писарева не было просто в 0-0. Ну, алло, камон. Сейчас, если я не ошибаюсь, то электрическая плеть еще и наносит урон по области. Ну, то есть, если ты бьешь в одного, задевает еще одного соперника, который находится рядом. Так у нас раньше выглядело еще меню паузы. Здесь есть... Тут было написано, какие мы нашли чертежи. Это можно выбрать, но это, ну, вообще бесполезная ситуация. Ее сделали как будто только ради того, чтобы сделать. Но я хочу вот это забрать. У меня нет руны, чтобы бегать по стенам. Я себя чувствую некомфортно. Я могу избавиться от меча. У него есть... О, плюс 5% дэмэджа, кстати, дает. Его наличие во мне. Да, этот вот она, механика дотов.
вы все будете истекать кровью. То он не умирает? Я вообще ничего не понимаю. Этот... Он бессмертный! Бессмертный зомби! Я просто в шоке, тут есть бессмертный зомби в игре. Я очень хочу дойти до конца и показать вам концовку, потому что, наверное, это самое интересное, что здесь есть. Честно, перекаты, которые нужно нажимать отдельно, это невероятно неудобно. У меня болит палец. У торговца раньше продавались амулеты. Скидка 50% на щит 2 уровня, который дает плюс 10 к дэмэджу. Не. А вот сейчас в вашем DCLC есть скидочки? Я, кстати, понял то, что тут осколки льда в принципе урон не наносят. Сейчас в DCLC, если попытаться убить вот эту летающую штуку, я не знаю, что это, по идее не замерзают, они сразу умирают. Да, что? Хватит меня атаковать. А, почему он не заморозился? Куда я это выкинул? Почему я вообще наверх залетел? Кстати, еще лифт по-другому выглядит. Его как будто нарисовали за секунд 10. Пикселей 9, наверное, на нем. А, еще нет экранов загрузки, просто черный экран. Для этого показывается какое-то описание короткое. Я только сейчас понял то, что его нету, просто черный экран. Если бы, кстати, DCLS не поменял вектор развития, он бы, наверное, не сыскал популярности. Такую, какую он имеет сейчас. Я думаю, нужно здоровье. Немножечко прокачать, чтобы не париться. Я не знаю, как раскачивались раньше, а почему дэмэджа столько. Там по мне влетело просто миллион урона. Меня могут избивать просто толпами враги, толпами. И мне даже нечего им противопоставить, я просто захаваю. Вон, я его даже не видел, он меня уже избил. Но я, наверное, его не убил, у меня как будто бы дэмэджа не хватит. Ну я хз вообще. Это тонна урона, они в меня прыгают вдвоем. Я 2 раза ловлю стан и не могу ничего сделать. Это здесь еще получается нету системы антиваншота. То есть ее в игре когда-то не было. Здесь очень неудобно нажимать кнопку переката. Это просто невозможно. Я жму кнопку переката, вот я бегу. Я жму кнопку переката, я не могу, то есть я сейчас ее спамлю. Здесь есть какая-то вот задержка между кнопками переката. Причем эта задержка достаточно существенная, то что я могу не успеть перекатиться и получить хит, а при условии того, то, что здесь нет системы антиваншота, и то, что игра в принципе более сложная, чем DCLS версии 3.2, которая сейчас у нас. Это в разы сложнее. Я нажал перекат, там даже анимация была. Я в шоке. Эта игра сложнее, чем DCLS. Получилось примерно как-то так. Да, я не смог пройти игру до конца, потому что игра действительно сложнее, чем DCL сейчас. Попробуйте сами. И если мы наберем много лайков и комментариев, то я сделаю большой разбор всех версий DCL, посмотрим, как игра менялась от обновления к обновлению, все большие изменения и тому подобное. А еще у меня есть такой монтажик по ноте. Видео можно найти на канале. А меня зовут Захар World of Zero. Лайки, комментарии, подписки, колокольчики. Всем удачи и всем пока.